Всем привет, меня зовут Роман, и сегодня у меня на обзоре ноутбук от Asus. Мне нравится это их гордое, сделано в Китае, конечно. Модель B9420CE. Ноутбук PC, ну, наверное, я бы не догадался без этого. Цвет прикольный, такой темно-синий с блестящей крошкой. Более мужицкий цвет, чем я видел раньше. Выглядит прям нормально, что это уже. Марки, ничего не поделаешь. Тачпад большой, ну ладно, давайте смотреть вместе. Что у нас сзади? Вентиляция, которая дует ровно в экран. Здесь у нас Kensington, USB Super Speed, комбинированный разъем, микрофон, наушники и по большому счету все. С другой стороны у нас свой разъем под сеть, то есть это вот он, такой вот переходник на сеть, то есть есть типа физическая сеть, HDMI и два USB-C с поддержкой зарядки данного ноутбука и дисплей порта. Понятно, что здесь решение у нас на интегрированной графике с небольшим блоком питания на USB-C и на 65 Вт. Что, наверное, даже с избытком для данного ноутбука, учитывая, что процессор ограничен 28 ваттами суммарного потребления. Ну, как бы окей. Выглядит как... Это пластик. Но он весь похож на пластмассовый, кроме нижней крышки. Вот нижняя крышка похожа на металлическую. Она более холодненькая, вот это все пластик. Давайте перед тем, как его разобрать, поговорим немножко о комплекте поставки. Поскольку это у нас довольно дорогой ноутбук, то у него в комплекте есть чехол, сумка из дермантина, судя по всему. Ну, это кожзамчик, вряд ли это натуральная кожа в таком интересном цвете. Но как бы наличие чехольчика уже в комплекте небольшой, но плюсик. И в комплекте есть вот это. Вот это вот. Что это? Вот это вот подставка. В цвет ноутбука. То, что тут типа нарисована зарядка, это все свистешь, потому что это картон. Да-да. Подставочка. С противоскользом. Ну, типа, подставочка для... Ты же противоскользящий. Давай еще раз попробуем. Так висит. Открывается одним пальчиком. Да. Ну и, соответственно, экран открывается достаточно далеко. Микрофонов аж 4 штуки, или это какие-то дополнительные датчики. Есть дополнительный. Здесь датчик, есть камера со шторкой. Ну и как бы... Серьезно. Ребят, если вы делаете подставку, компания Asus, вы могли это сделать хотя бы из пластмассы, хоть какой-то функционал ей придать. Хорошо? Но, да, дороже косаря стоит, между прочим, $. Ладно, что уж там, 1,5. На процесс интегрированной графикой. И вы ложите в комплект вот это, да, картонное. Ладно. Это не кожа, но пахнет резиной. Премиальный продукт, да. Ну и внутри, соответственно, большой тачпад, калькулятор с подсветкой, все дела, фингерпринт, защита по отпечатку пальцев. Есть лазерный датчик, да, 4 микрофона, 3, 4. Камера с механической защелкой. Ее мы потестим позже, но как бы нумерика нет. Есть нумерик здесь, типа калькулятор. В целом, ладно, то есть клавиатура довольно большая для такого устройства, 13 дюймов. Внутри Intel Core i7 1165G7. На Intel Iris Xe графики в целом выглядит довольно интересно. Ну, то есть внешне это устройство прям хорошо. Если бы оно еще таким марким не было, вообще вопросов не было. Ну и, конечно, комплект поставки выглядит как издевательство. Ладно, тут у нас указана возможность установки 2 накопителей, поэтому давайте заглянем внутрь, оценим его изнутри. Ноутбук можно разобрать, посмотреть внутрь, и даже есть поддержка RAID. Зачем она здесь, я не знаю, но хотелось бы ее для начала увидеть. Давайте-ка этим и займемся.
Итак, что мы видим внутри? Ну, внутри мы видим, что это вот действительно металл. Похоже на магниевый сплав. И ноутбук сделан тоже вроде из него. Ну ладно, за магниевый сплав чисто в теории можно ему многое простить. Просто потому, что массы здесь действительно очень немного. То есть он весит кило 300, что-то такое. Внутри батарея на 66 ватт-часов. Это довольно много для данной модели. То есть можно сказать, что 1,5 дня без вопросов. Ну, 1,5 суток. То есть это часов 30 у него автономная работа, по идее. В такой комплектации, но, как обычно, это не точно. Есть второй M2 разъем, и на этом плюсы заканчиваются. Теперь давайте к грустным вещам. Система охлаждения, ну, она довольно, для процессора на интеграшке, довольно большая, для 28-ваттного процессора. Ну, в принципе, алюминиевые ребра, медная теплотрубка 8-миллиметровая, раздавленная в хлам, но как бы в целом окей. Если бы не одно но. Вот здесь у нас, тут должно находиться вентиляционное отверстие, через которое вот эта турбина должна забирать воздух. Но его здесь, как мы видим, нет. Вентиляционное отверстие находится вот здесь. То есть вот теплотрубка, кусочек SSD и кусочек платы. Зачем? При такой толщине я стесняюсь спросить, откуда воздух должен поступать в турбину. Неудивительно, что ей как бы не совсем, наверное, просто работается. Это мы посмотрим позже, но выглядит так, что ей действительно непросто жить, скажем так, в данном ноутбуке. Еще у меня возникает еще один вопрос. Вот у нас твердотельный накопитель, который буквально лежит на плате, но это фиг бы с ним. Вот у нас металлическая крышка. Она из металла. С пластиковой вставкой, с защелкой, все дела. Может быть, термопрокладочку? Нет. Куда? Вот сюда. И вот сюда, где должен быть второй SSD-шник, нет. Увы, нет. Ну, то есть место под SSD M2 NVMe накопители 2, но как бы термопрокладок нет. Система охлаждения питается, ну, воздухом непонятно откуда. Ну и в целом внутри больше по большому счету ничего-то и нет. Да, не все элементы выполнены аккуратно, в частности, вот этот элемент в своем посадочном кресле немножко смещен в сторону. Wi-Fi распаян. Вот он. Все, тут еще подцепить надо. Наклеивают. Понятно, что все это жертва размера, но как бы, ну, камон. Люди, вы человеки или кто так делать? Ну понятно, почему он заклеен каптоном, потому что если ты каптон снимаешь, то и антенки у тебя отстегиваются. Ну окей. Сеть интеловская, AX201D2W. Я, пожалуй, пристегну антенки и буду его собирать. Итак, PCMark 10, 4655 баллов. У нас, правда, опять квантовый компьютер в студии. Как видите, PCMark определяет его частоту там в пару сотен триллионов мегагерц. Ну, просто почему бы и нет. Хотя результат, конечно, для такой частоты так себе. Ладно, давайте посмотрим подробно, как ноутбук в целом для домашнего использования, то есть кино, музыка, эти ваши интернеты, 8872 балла. Ну, в принципе, хорошо. Для работы уже с документами и со всем остальным 6881 балл. Это тоже очень хороший результат. Ну и видно, для чего ноутбук создавался. Digital Content Creation, ну, если в двух словах, то с фотками работать еще да, а со всем остальным уже скорее нет. С видео, ну, в целом, тоже, наверное, на самом деле что-то сделать можно, просто потому что интеграшка умеет ускорять 264-265 кодек. То есть пережать видосик с помощью интегрированного видео он тоже может. Но баллы не очень большие, поймите, это вот прям в безвыходной ситуации. Ну а так в целом, на самом деле, результат ничего. Давайте посмотрим, как он соотносится с другими ноутбуками. 41% в целом достойный результат для ноутбука на интеграшке. 3D Mark 1128 баллов. Ну,
интегрированная Intel Iris Xe графика не может ничего. По большому своему счету, ну как бы как есть. Переходим дальше. Cinebench R23. В однопотоке у нас 997 баллов, 2753 балла в многопотоке. Ну, в целом, окей. Для этого процессора будем считать, что результат нормальный. Хотя вот у некоторых ноутбуков он как бы повыше. Ну, впрочем, будем смотреть дальше. Сейчас увидим, из-за чего это происходит. Я так понимаю, ограничения по потреблению довольно жесткие. Твердотельный накопитель довольно дешевый. Четко видим по его скоростным характеристикам, что это откровенно медленная бюджетная модель. Увы, ничего не поделаешь. В целом это все равно быстрее, чем жесткий диск, и сильно лучше, чем жесткий диск. Но хуже, чем могло бы быть, скажем так себе, хотелось бы чего-то повеселее. И нагрузочный тест. Температура процессора 84 градуса, температура графического чипа в районе 93 градусов. На ноутбуке, на тепловизоре четко выделяется место, где турбина дует в экран. И 65 градусов температура выхлопа, это, ну, прям немножко боль, где он поддувает в экран, это не очень хорошо, то есть прям заливает теплом. Частоты тоже 2200, ну 2224 на процессоре, ну и 850 МГц на графике. Это в принципе неплохой результат, но как бы вот то, что турбина дует по сути в экран и практически ничего, ну и вообще ничего не выдувает сзади, это, ну, сильно так себе. Dota. Минималочки. Ну и FPS на самом деле не такой плохой. В среднем счетчик кадров показывает где-то в районе 80 FPS, местами с просадками, до 60 в особо жестких замесах. Но как бы это стабильная 60 FPS, можно сказать. И этот результат довольно неплох. CSGO. В CS у нас неуверенные в себе 60 FPS, но, к сожалению, с достаточно серьезными лагами и FPS, проседающий там ниже 40, с очень высоким временем ожидания кадра, это так называемое время VAR у вас на экране. Все, мягко говоря, так себе. Можно сказать, что для CS этот ноутбук не подходит. Ну, хотя, если вы любите боль, страдания и унижение, то почему бы и нет. Танки на минималочках. Средний FPS в районе 150 на совсем уж минимальных настройках. Ну и как бы никаких особых проблем с этим нет. Танки на минималках пока поиграть точно можно. Ну и это хорошо. Все-таки интеграшка у нас на борту. Ну и пики. В общем, если у вас сейчас сильно пикует, то это вот прям автоматически, как он работает. Есть типа подсветка, вроде как индикация, ну может быть типа подсветка. Качество для 720p более-менее удовлетворительная, скорость камеры, ну нормально, сойдет. Вас узнают, когда вы будете по нему общаться, но, конечно, оставляет желать. В принципе, ракурс, микрофоны можно сделать потише в целом. Ну и как бы работать это точно будет. Нормально. Нормально. Конечно, не лучшая камера, что я видел, но и не самая худшая. Ладно, переходим дальше. Итак, тесты видели сами. Ничего супер жизнеутверждающего там для данного ноутбука нет. Но в целом, все не так-то и плохо, по большому счету. Что это за ноутбук? Это ноутбук с хорошей графикой, с хорошим экраном. С точки зрения цветопередачи sRGB 100%. С точки зрения разрешения, это Full HD дисплей, как-никак. Ну и в целом он более или менее ничего. Но в остальном уровень производительности, если от зарядки он еще как-то более-менее, то
без зарядки он сильно ниже. А мы тесты проводили с зарядкой. А без зарядки разница почти в 2 раза по однопоточной производительности. В Cinebencher 23 700 баллов против 1300. Ну, то есть несопоставимо. Если честно, ну, вот лично мое мнение, я не совсем понял. Он дорогой. 1500 это даже слабо сказано. 1802 за данную комплектацию. А что по большому счету здесь есть? Клавиатура, нумерик на тачпаде с подсветкой, Full HD экран, магниевый корпус, и то не весь, пластмасс. И на ту сторону он не перекидывается. Какой-то особенный комплект поставки, дермантиновый чехол и, простите, картонная подставка? Нет. Ну да, здесь 2 Thunderbolt. А толку, если здесь 1165 G7 на 28 Вт? Да, в доте, в танках, на минималке еще как-то можно на нем играть, ожидая подгрузки текстур полгода. Окей. КС не играбелен. Кино смотреть. То есть, ну вот, все. Вот так им пользоваться. Не становись на паузу. Да, экран красивый. Ну, то есть, клава удобная. Тачпад классный. И все. Ну, он легкий. Ну, давайте на чистоту. Есть M1 Apple. Вот. M1 Apple 13.3. Который быстрее, ретина и это все. А зачем? Ну, да, на M1 типа винда, там все дела, пока неудобно, но, камон. Ноутбук по большому-то счету подходит только кинцов в дороге посмотреть и документы полистать. И то это не точно. Другое какое-то применение ему найти достаточно тяжело. Да, на нем можно работать с документами, вопросов нет, но... Да не более того. 4-ядерный 8-поточный процессор отлично, он здесь не раскрывается. А если раскрывается, то орет, ну, совсем уж неприличным способом. Мы проверяли. Если честно, не могу понять. То есть, с одной стороны, это должен быть, по всей видимости, по задумке производителей, не очень мощный, ну, а зачем? Но достаточно производительный, премиальный продукт. Давайте смотреть правде в глаза. Производительности здесь совсем мало. Премиальности, да ее здесь тоже немного. Ну, по сравнению с конкурентом. Ну ладно, магниевый корпус, ну окей. Вот это, ну допустим, это тоже металлическая крышка. Ладно, она сейчас остыла, похожа на металлическую. Допустим, он весь магниевый. Ну и что? Ну, то есть, ну, кило 300 весит. Ну, автономность довольно большая. В теории большая автономность. На практике она может быть не такой большой. Клауд-то хоть с подсветкой. Должна быть с подсветкой. Ну, и я не могу подумать, кому нужен этот Asus ExpertBook. Я знаю о куче более интересных моделей в его стоимости, причем, ну, таких же понтовых, как и это. Тоже с магниевым корпусом, тоже типа с хорошим экраном, с сенсорным хорошим экраном, перекидывающихся на другую сторону, и вот это вот все. Я не понимаю, ну, то есть, почему я должен выбрать данный Asus. Нет ни одной причины, чтобы я купил именно его. Ну, может быть, разве что цвет. Да, это действительно, ну, типа премиальное решение. Но вот оно типа премиальное. Здесь нет, ну, ничего такого, что вызывало бы у меня вау-эффект от этого девайса. Это косяк. Уровень производительности, ладно, для офисных задач у него полностью, ну, полностью достаточный. От батареи, не от батареи, неважно. Для того, чтобы в Excel с документами ковыряться, сильно много не надо. Давайте смотреть правде в глаза. Я бы вам, наверное, его не рекомендовал. Он красивый, у него классный экран. Ну, в целом, он-то неплохой ноутбук. Вопрос цены, он дорогой. За эти бабки, ну, простите, брать 13.3, который может чуть больше, чем ничего, который, по сути, ну, не выполняет никаких уникальных функций, и все его какие-то достоинства заканчиваются на корпусе и экране, что-то как-то перебор. Ну, на этом все. Всем пока. И помните, Е2 Бай. Только лучше.